Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Сегодня видео о сухом голодании. Я сразу расскажу вам, что сказала невролог, так как я вам говорила, что у меня 3 недели было какое-то ненормальное высокое давление, его не могли снять ни врачи, ни я была в больнице, ничего там не смогли сделать. В общем, оно поднималось и поднималось, уже кардинальными мерами просто его сбивали, чтобы оно еще выше не поднялось. И именно с этой темой, и с темой небольшого головокружения, я пошла к неврологу. Я спросила, что мне делать, рассказала свои проблемы. Она меня послала на компьютерную томографию, а сама сделала мне сразу, по-моему, ультразвуковое обследование головы и, в общем, сосудов, и сказала, что все в порядке. И я сдавала на вот эту вот компьютерную томографию, я сдавала анализы, которые тоже были все в порядке. За то время, пока я ждала эту компьютерную томографию, в общем, выровняли мне давление, нашли таблетку, которую я принимаю одну. Когда я пошла за результатами, в общем, мы поговорили с неврологом на эту тему, так как я ей рассказала, что я практикую сухое голодание и хотела бы его практиковать дальше, потому что у меня прошли не только мигрени, но и вообще полностью самочувствие улучшилось. И я хочу именно сухим голоданием кратковременным заниматься, а не интервальным, не на воде и не какое-то другое, потому что мне именно оно нравится. И вот она сказала, что это, кстати, очень хорошо, что я это делаю, особенно в моем возрасте. Это очень полезно для омолаживания и оздоровления всего организма, для профилактики и от давления то же самое. На мой вопрос, что мне делать с этими таблетками, так как другой врач, выписавший мне таблетки от давления, она не рекомендовала делать паузу. То есть она говорит, пейте эти таблетки каждый день. В день голодания я не принимаю таблеток. И я в день выхода тоже не принимала никаких таблеток никогда. И вот, поговорив с неврологом, пришли к выводу, она мне сказала, что можно делать 1 день паузу, ничего страшного, таблетка действует дальше, но в день выхода надо уже ее принимать. И вот я в день выхода сейчас уже несколько недель я этим занималась, то есть я сухое голодание проводила без таблетки, а на выходе, ну не сразу, а допустим во второй половине дня, когда уже принято большое количество жидкости, тогда принимала вот эту таблетку от голодания, все нормально. Давление проверяла, все в норме, но моя задача, мое желание вообще жить без таблеток, без всяких медикаментов. И она сказала, что вот она, например, не может голодать. И я знаю людей, которые голодать не могут. Они могут некоторые на воде, некоторые на интервальном, а кое-кто вообще никак. То есть могут посидеть там на салатиках, на кефире, на рисе, там еще на чем-то, но не голодать. Ну, никак не получается. Она говорит, что вот она принадлежит к этому числу, который не в состоянии голодать, но очень бы хотелось. Так что я опять вернулась к нормальному сухому голоданию, 36-42-часовому еженедельному. Кто, кстати, не присоединился к нашему челленджу, мы начали челлендж, несколько человек, значит, с 1 февраля до конца месяца мы следим за тем, что мы едим, и чтобы у нас не было как бы перерывов в сухом голодании каждую неделю. Ну, у каждого свой день, так что если вы еще не присоединились, но хотите, присоединяйтесь. В любой момент это не поздно сделать. Я думаю, что вот насчет сухого голодания и вообще другого какого-то голодания надо слушать свое тело. Оно вам подскажет, полезно вам это или нет. И сразу чувствуешь, лучше тебе от этого, значит, тебе это полезно. Если тебе хуже, значит, не полезно тебе это. Потому что, знаете, некоторые как в омут вот это бросаются как-то без подготовки сразу. Взрослые люди, но они, тем не менее, ведут себя как-то, ну, совершенно несерьезно. Такое впечатление, что наш организм – это какая-то игрушка. Вот если она сломается вдруг от их действий, то они ее выбросят и будут, значит, дальше жить, купят какую-то другую. У нас же организм на всю нашу жизнь, так что поаккуратнее, как бы, не стоит так вот лихо экспериментировать бездумно. Я хочу вам зачитать вот по теме некоторые комментарии, вы можете сами их прочитать, они под моими видео стоят, но они важные. Я не буду ни начало, ни конец, я их сокращаю, как бы суть, да? Вес снижается при интервальном, пока организм не привыкнет. Потом
может вернуться. 36 часов лучше, чем 24 часа голодания. Желательно в ночь, в сон, уходить голодным. Происходят другие процессы, чем при бодрствовании. Это именно так. Вот ты лучше всего начинать голодание вечером, потому что ты действительно ложился спать, и утром ты уже не голодный, как бы, и ты не заметил вот этот момент входа. Дальше читаем. Моему мужу доктор выписал пить таблетки от повышенного давления. Пил несколько лет, пока не прекратил есть. 3 дня не ел, пил травы, делал клизмы эти дни. Результат: уже 3 года муж не принимает таблетки. Муж инсулинозависимый, диабет, 47 лет. Несколько месяцев назад стали опухать у него ноги, от ступни до икр. У ног даже цвет стал красным. И сами ноги твердые, как бревно. К врачу не пошли. Решили, что ему надо поголодать 3 дня. И, о чудо, покраснение и опухоль спала. Немного осталось на ступне, но муж не продолжил и вышел из голодания. Фармакологическая корпорация, которая тесно связана с химпроизводством и со всеми СМИ, невыгодно вещать правду. Им надо, чтобы мы болели. Пора уже это понять. Полностью я подтверждаю эту информацию. Но так как считаю вот эти вот отзывы очень ценной информацией, я вам их зачитываю. Голодаю уже 1,5 года после знакомства с вашими видео. У меня удалены аппендицит, желчный пузырь и щитовидная железа. Всего было 8 операций в жизни. Все просто супер. 44 года. Кстати, возраст тоже желательно указывать, потому что это очень важный аспект и интересный для читающих. И таких людей, я вам хочу сказать, очень много. Вот без желчного, вот как я, без аппендикса, у меня еще и селезенки 30 лет нет. Печень и почки у меня в норме, кто спрашивал, потому что когда я делала анализы вот перед компьютерной томографией, я посмотрела, и все там в норме. Мне очень приятны, конечно, такие комментарии. Далее. Провела 29 часов на сухом голоде, не жесткая. Сегодня день выхода. Начала со стакана теплой воды с лимоном, через 3 часа салат, морковь и яблоко. Нос открылся. В день сухого голодания было много слизи целый день. Сегодня совсем чуть-чуть. У меня была мокрота, выходила тоже в день голода. Встала спокойно, легкая слабость. Далее, сухой голод, супер, единственный минус, неприятный запах изо рта. Это, кстати, бывает очень редко, и это бывает, когда вы на жестком сухом голодании, и вы, например, занимаетесь там активно спортом, или чем-то таким пересыхает, когда рот. Поэтому вот кто контактирует с людьми, занимайтесь просто сухим голоданием. Но если у вас есть возможность попробовать жесткое сухое, попробуйте, потому что разницу вы почувствуете совершенно точно. Уважаемая Наталья, почему я вас раньше не встретила в этих запутанных сетях интернета? Мне 60, всю жизнь в спорте. Последние годы замучило давление. Желчного нет лет 10. Периодически делал мокрое голодание. Но когда перешел на сухое, про давление забыл. Пока, благодаря вам, практикую 4 месяца, 32-часовое сухое голодание, сам себе стал нравиться. Следующее. Мне 57 лет, была на сухом голоде 36 часов 2 раза. Только что вышла из голода. Состояние нравится, но меня беспокоит один момент. Сгущение крови. А у меня по анализам крови повышенные тромбоциты. Как я уже говорила, обязательно надо, если вы знаете, что у вас проблемы, обязательно спросите врача. 36 часов – это недолго, в принципе, ничего не должно быть. Я спрашивала врача своего, она сказала, никакого сгущения за такой короткий период не будет. Но есть же противопоказания, все люди разные, вот у меня не будет, а может у кого-то будет. Не факт, что врач вам ответит, потому что они обычно открещиваются от этой темы, и им как бы важно себя обезопасить. Но это уже как бы другая история, тогда делайте выводы сами, но вот 36 часов считается кратковременное сухое голодание. У меня было 7 операций. После последней операции образовалось 3 тромба на левой руке. После третьего сухого голодания тромбы бесследно исчезли. Сами понимаете, тромбы – это бомба замедленного действия. Наталья, свою благодарность вам я не могу передать никакими словами. У меня удалены аппендикс, щитовидная железа и желчный пузырь. Был папиллярный рак щитовидной железы. Я получила большую дозу радиации. В день голода принимаю эутирокс, я не знаю, что это такое, не запивая водой. Мне 43 года. Все говорят, что старше 30 лет я не выгляжу. После 7 месяцев сухого голодания. Далее.
Лечу все эти ОРВИ, ОРЗ, грипп и так далее голодом. 2-3 дня на воде, и я вновь как огурчик. Я вам хочу сказать, что на сухом достаточно 1 дня. Дальше. Голодаю уже 5 лет. Ни разу за этот срок не болела простудными вирусными заболеваниями. Прошла экзема, головная боль, рассосалась киста на яичнике, вышел камень из почки. Кстати, у кого прыщи, тоже они проходят. Возвращается энергия, встаешь легче, приходят идеи, их много. Делаю голодание из-за недавно поставленной бронхиальной астмы. Сразу слизь уходит и откашливается мокрота. Голодал на сухом голоде 3 дня, это как заново родился. Классно. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, какое слабительное вы покупаете в Германии? Я уже готова морально на 36 часов, мотивация на высоте. Я про слабительное делала прям отдельное видео, рассказала там все от и до. Я вечером принимаю Дюлкалакс, маленькая баночка такая с дрожжи. Дрожжи очень-очень маленькие, там 100 штук, по-моему, такая малюсенькая баночка. И я слышала от людей, что они думают, некоторые, что настолько маленькие эти дрожжи, что они принимают вместо одной 2-3, а то одна типа не подействует. Так делать не надо, одной таблетки достаточно. Далее, могу подтвердить все то, о чем вы рассказали. Я тоже периодически нахожусь на сухих днях, пока только 36, 48 и 60 часов. Результаты налицо. У моего мужа тоже были страшные мигрени. Выпадал 4 дня из жизни, иногда 2 раза в месяц находился на больничном. Он не мог ни есть, ни пить от 2-3 дней. Я ему объяснила, что он должен изменить питание, убрать сахар, молочные продукты, только сливочное масло, а лучше топленое оставить. А также подобрать себе хлеб без белой муки. Став на этот путь, мигрени практически исчезли. Бывают, но очень редко и легкой форме. Тогда он не ест и не пьет минимум 2 дня. А так, пока сухое голодание не практикует. Но я вам хочу сказать, если он 2-3 дня не ест и не пьет, это практически и есть сухое голодание. По поводу кожи. Это следующий комментарий. Соглашусь, качество улучшается, очищается, уходят отеки. Самочувствие улучшается, больше гибкости в теле, высвобождается больше энергии. Вот, кстати, я бы хотела очень узнать вот у тех, кто начал сухое голодание, и у кого были мигрени и вот страшные головные боли, как у вас после начала практики прошло это все или нет, или продолжается. Потому что должно все, по идее, пройти. Мне даже страшно об этом вспоминать. Я 4-й год голодаю, у меня ни разу не было, вот после первых дней, ни разу не было мигрени. Муж голодал со мной, мы вместе, и все писали, ой, как хорошо, вот вместе голодать очень удобно. Я вам хочу сказать, что он сейчас не голодает, у него тоже диабет, он начал сейчас активно бегать, убрал весь сахар, анализы, как при голодании, были нормальные, вот сейчас стали еще лучше, потому что он просто контролирует себя и не есть сахар, и больше двигается. И мне голодать ничуть не сложнее, мне голодать хорошо одной, и даже мне так удобно. Мне надо готовить ему, там, детям. Тебе настолько приятные вот эти запахи от готовки, что ты спокойно этим занимаешься и насыщаешься процессом приготовления, у тебя не возникает мысли сесть с ними за стол и поесть. Многие мне уверенно продолжают писать, что я не голодаю. Сама, значит, потому что я не знаю, как они это установили через экран, в общем, просят без макияжа выходить в эфир, хотя у меня макияжа минимум на мне. И они, наверное, хотят увидеть какие-то черные круги под глазами, или ждут от меня медленную речь, такую, или слабое дыхание. В общем, странные люди, особенно учитывая то, что голодаем мы по собственной воле. Дальше зачитаю еще парочку комментариев вам сегодня. Попробовала сухое голодание. Поняла, что это самый мощный метод очистки. Во-первых, успокаивает нервную систему. После сухого голодания у меня лучший цвет лица, настроение, прекрасно работает кишечник, хорошая выносливость. Всегда голодаю, когда только чувствую, что заболеваю. Улучшается иммунитет, сопротивляемость всем болезням. И вот, очень важно для женщин. В свое время у меня пропали месячные из-за сильного стресса, и вернула я их при помощи голодания. Был такой вопрос, вот вам ответ, пожалуйста. Пишите под видео свои отзывы, каких успехов вы добились на сухом голодании. Это очень важно для людей, которые хотят начать, они читают, смотрят видео и читают комментарии. Это очень важно. И пишите, сколько вам лет, если вам не трудно добавить, потому что это тоже важно. На этом я закончу сегодняшнее видео. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.